Здравствуйте, мои дорогие любители вязания. Я задумала связать вещь с дырками. И не могла в интернете, долго не могла найти вот именно вот с такими рваными дырками. Не просто спустить петли, да, и получится там дорожка из спущенных петель, горизонтальная или вертикальная, а именно вот такие вот рваные дырки, но которые при этом не будут распускаться. Вот просто вот такие дырки. Я нашла схему в интернете. Долго я в ней колупалась, что-то тут у меня не получалось. Но наконец-то я разобралась, в чем причина. Схему я переделаю немножко по-своему. Пока я вязала по этой, я вот тут вот, видите, зачеркнула, вот тут вот сделала для себя такие, как бы вот, условные обозначения свои. И давайте я вам покажу, как связать вот такие замечательные дырки. Впоследствии я буду вязать вещь, которую обязательно тоже вам выставлю. Давайте начнем. Нужно для узора набрать 32 петли, 33 плюс 2 кромочные. Вот так вот. Конечно, на темной пряже не очень хорошо будет видно. Ну вот мне нужно именно из толстой пряжи было вязать. Давайте уже что-нибудь-то получится у нас. Значит, так, число петель раппорта 16. Плюс 17 петель для симметрии, плюс 2 кромочные. Набираем 35 петель и вяжем первый ряд. У нас первый ряд начинается с 8 петель, которые они у нас не изменяются. Вот как 8 петель есть, вот так мы их и вяжем. 8 лицевых. Вот. Дальше начинается раппорт. Вяжем 4 лицевые петли. 2 вместе лицевой вяжем за заднюю стенку. Вот так. Делаем накид, провязываем 2 вместе лицевой за переднюю стенку. Дальше у нас идут 9 лицевых. Это закончился раппорт, и лицевые петли до конца ряда, их тоже 9. Во втором ряду петли вяжем по рисунку. Вяжем третий ряд. Также 8 лицевых. Дальше начинается петли раппорта. 3 лицевые. Можно здесь поставить маркер, когда будет вязаться вещь. Вы же не будете, может быть, эта дырка будет где-нибудь посередине. Просто перед раппортом поставить маркер и от маркера уже вязать эту дырку. Так, ну я этого сейчас делать не буду на образце. Значит, мы связали 3 лицевые, 2 вместе лицевой вяжем за заднюю стенку, делаем накид, провязываем лицевую петлю, 2 вместе лицевой вяжем за переднюю стенку. И дальше у нас лицевые петли до конца ряда, 8 из которых петли раппорта. В четвертом ряду петли вяжем по рисунку, накиды вяжем изнаночными. Так, вяжем 5-й ряд, провязываем 8 лицевых. Далее у нас это 8 лицевых, в раппорт не входит, идут петли раппорта. 2 лицевые, 2 вместе лицевой за заднюю стенку, 2 лицевые, 2 вместе лицевой за переднюю стенку. Вот так должно получиться. Дальше у нас идут 7 петель раппорта и 9 петель за раппортом. Все лицевые петли.
шестом ряду петли вяжем по рисунку. Вяжем 7 ряд. 8 лицевых мы провязываем без изменений. Дальше начинаются петли раппорта. 1 лицевая, 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Внимание, делаем 6 накидов. 1, 2, 3, 4, 5, 6 накидов мы сделали. Теперь вот эту петлю мы сбрасываем. И все. Она у нас, мы ее не провязываем, она у нас распускается. И вот эту петлю мы тоже сбрасываем. Дальше мы провязываем 2 вместе лицевой за передние стенки. Я пока не распускаю эти петли, просто сбрасываю и все. 2 вместе лицевой за передние стенки. Провязываем 6 лицевых. И у нас еще 9 лицевых петель. Это закончились петли раппорта и остались 9 лицевых петель. Теперь еще раз внимание. 8 ряд у нас изнаночный, но мы вяжем его по схеме. Провязываем 9 изнаночных петель до раппорта. 3, 4. Провязываем 9 изнаночных петель раппорта. Внимание, здесь уже провязываются петли. Так, у нас получилось петель раппорта 7, 2 изнаночные петли мы провязываем 2 накида изнаночными петлями, 1 накид просто изнаночный, другой изнаночный скрещенный. Вот так, за заднюю стенку. Мы делаем 3 накида. 1, 2, 3. 2 накида мы сбрасываем. Вот 1 накид и 2 накид сбрасываем. У нас еще остается 2 накида на спице. И мы провязываем их изнаночными петлями. 1 накид у нас будет провязан. Ну, давайте вот лучше так, изнаночный скрещенный. Вот не очень удобно их, конечно. 1 накид провязали. И 2 накид тоже провязали изнаночный скрещенный. Все. Дальше у нас вяжутся изнаночные петли до конца ряда. Вот уже дырочка у нас получается. Дальше вяжем 9 ряд. Как обычно, 8 лицевых. Мы не трогаем, провязываем. 4, 5. Дальше у нас вяжется 5 лицевых. Из них получается лицевая вывязывается из накида 5. Так, 5 лицевых. 1 накид сбрасываем. Дальше вяжем 10 лицевых. Три, 4, 10 лицевых. И в конце, это у нас закончились петли раппорта, и в конце у нас 9 лицевых.
В 10 ряду вяжем петли по рисунку. Вяжем 11 ряд, провязываем 8 лицевых, 6 лицевых, это петли раппорта, делаем накид, провязываем 10 лицевых, петли раппорта закончились, и 9 лицевых это петли за раппортом. В 12 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Вот такие замечательные дырки получаются, у нас вывязываются. Там советуют петлю сбросить и распустить. Я просто сбрасываю петли и совсем распускать их не хочу. Мне нравится так больше. Пожалуйста, вы как хотите. Раппорт состоит из 2 дырок, что вторая дырочка вяжется точно так же, просто со смещением. Поэтому я уже не буду делать одно и то же. Я дам описание, схему, и там все видно. Просто такую же дырочку и с небольшим смещением вяжете. А вообще можно эти дырочки вязать где угодно, располагать как угодно. Вот кому нравятся вот такие рваные рисунки, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Очень буду рада вашим комментариям. Давайте обсудим, нравятся ли вам драные джинсы, свитера, куртки. Всего хорошего. Я всем желаю ровных петелек.